Всем привет! Меня зовут Дарья, я преподаватель Lacy Bird Академии, а также практикующий флорист в студии Lacy Bird. И сегодня мы с вами поговорим о том, как же покрасить нам цветы в букет. Зачем это нужно? В принципе, это создает очень интересные переходы, необычные сочетания цветовые. И плюс, когда мы не можем сделать какой-то нужный оттенок, мы не можем его взять, то есть у нас нет, например, красного антуриума, мы можем взять и покрасить белый, фиолетовый, какой угодно, то есть сделать тот цвет, который нам нужен. Поговорим о способах покраски. Их существует два. Можно покрасить цветок через стебель. Есть много разных специальных красок, то есть вы делаете раствор, не отпитый обязательно цветок подрезаете, ставите и через стебель все окрашивается. И второй – это, собственно, способ, о котором мы поговорим сегодня, это способ покраской из баллончика. Есть много разных красок, например, краска от фирмы Oasis, знаменитая, я думаю, ее знают все, как минимум, Пиафлор, который Оазисом и называют. Есть краска от этой фирмы, флористическая, очень много оттенков, она хорошая, единственный ее минус – это дороговизна, и ее не везде, скажем так, можно найти. И в нашей практике чаще всего используются вот эти две. В большинстве своем это краска Montana 94 и Montana Black. Изначально эта краска не для цветов, это краска для граффити, поэтому тут мы можем вообще любой цвет из спектра найти, абсолютно от бледно-голубого до, не знаю, кислотно-желтого какого-нибудь. В общем, куча разных цветов есть, то есть такая вот приятно пахнет, тоже ее плюс, недорого стоит, и можно найти в большом количестве магазинов, то есть в магазинах для творчества, можно найти на базах и, собственно, в таком профессиональном магазине для граффити. Второй вид краски Сиана. Это краска для декора используется, эмаль для декора она даже называется, и она перламутровая, то есть тут весь спектр перламутровых оттенков дает очень интересный такой цвет. И ее особенность в том, что она плохо ложится на какую-то поверхность вот первый раз. То есть сначала нужно прокрасить матовым, а потом уже сверху нанести вот этот вот самый перламутровый оттенок. Но мы сегодня с вами это сделаем наглядно на видео. Какие же цветы мы можем красить из баллончика? Мы можем красить цветы с гладкой поверхностью. Такие, например, как антуриум, который я уже упоминала. Красим их в большом количестве. Мы можем красить зелень, она прекрасно поддается покраске, то есть, например, тот же рускус, он уже может прийти покрашенным, на базах есть вообще в тоже разных оттенках, но иногда вот он немного осыпается, там не очень красивый приходит, поэтому можно сверху его еще дополнительно как-то покрасить или сделать переходы, тоже можно. Что еще можем покрасить? Можем покрасить скимию, тоже вот пришла с базы в таком виде, она вот может облетать не очень красиво, поэтому лучше покрасить ее самостоятельно. И она, кстати, очень хорошо стоит, как и рускус, то есть чем еще удобен способ покраски в том, что вы как бы закупориваете поры цветка, и он стоит дольше и лучше, вот зеленью это тоже работает. Можем покрасить, например, скабиозу стилату, то есть что-то сухое или хорошо переходящее в сухоцвет, как тот же рускус, например. Скимия в этом плане не подходит, но именно в крашенном виде она стоит отлично. То есть из баллончика мы не можем красить цветы с каким-то нежным стеблем, такие как розы, пионы, ранункулюсы. Они просто завянут у вас и как бы ничего не будет. То есть такие достаточно стойкие, хорошие цветы. Еще интересный цветок в плане окрашивания – это фаленопсис. Его окрашивают двумя способами, то есть и через стебель, и окрашивают сверху. Но наши опыты показали, что лучше с таким не экспериментировать, сверху самим не окрашивать, то есть пусть лучше этим занимаются на базах. Он отлично приходит в таком виде, там и голубые, и красные, шикарные у нас были недавно на оформлении. В общем, все, какие угодно вам цвета.
И, на мой взгляд, он смотрится интереснее, когда он окрашен именно через стебель. У него такие всякие прожилки видны. Это прям супер красиво и замечательно. Ну что ж, давайте мы покрасим уже что-нибудь. Очень хочется что-нибудь покрасить. Что нам для этого потребуется? Нам для этого потребуется коробка не очень нужная. То есть, чтобы тут, естественно, не окрасилось все в цвет нашего антуриума. Красить мы будем именно его. Я, пожалуй, еще надену фартук, чтобы не покрасить свою одежду. Фартук уже такой, как видите, бывалый. Многое повидал. То есть вообще лучше, конечно, в помещении этим не заниматься. Можно делать это на улице, это удобнее делать на улице, потому что в помещении на вас все будет лететь, у вас все лицо будет в краске, поэтому я даже надену маску чуть попозже. И самый главный аксессуар нашего покрасочного цеха – это перчатки, потому что руки потом будут как у маляра. Берем мы наш антуриум, и здесь есть небольшая хитрость, небольшой такой лайфхак, чтобы наш цветок выглядел более естественно, натурально. То есть вот покрасили мы его в какой-нибудь там тот же сиреневый или перламутровый, но естественный вид ему придает натуральное его соцветие. И для этого мы его заклеим скотчем. Зачем брать ножницы, когда есть зубы? Важно использовать именно скотч обычный, не малярный, потому что малярный намертво вообще прилипает к антуриуму. И потом вы можете просто содрать это вместе с соцветием. Никакого цветка у вас не останется. Вот таким образом это выглядит. Все мы заклеили. То есть у вас окрасится только вот большая часть. Само соцветие будет в порядке и будет, собственно, естественного оттенка. Ну что ж, надеваю маску и будем красить. Берем нашу краску, хорошо трясем, почувствуем себя немного барменом и начинаем красить. Защищаемся и приступаем. Тонким слоем это все делаем. То есть тут не стоит увлекаться, потому что у вас тогда все это наложится друг на друга, и вероятность того, что это спузырится и будет некрасиво выглядеть, очень велика. То есть аккуратно, легким движением. Вот поэтому стоит надевать маску или что-то защитное. Все, готово у нас. Что ж, наш антуриум готов. Был белый, стал вот такой красивый фиолетовый. И посмотрите, как здорово смотрится натуральное соцветие. То есть вообще даже никогда и не скажешь, ну только может быть из-за цвета такого не очень обычного, что это покрашенный антуриум, собственно, мы этого и добиваемся. Красиво получилось, но можно сделать еще лучше, и я сейчас покажу как. Мы берем оттенок чуть темнее, чем наш исходный цвет, наш основной. И делаем напыление. Вот прям издалека, чуть-чуть. Сейчас покажем это покрупнее. Мы делаем нашу покраску и таким образом создаем небольшую тень, небольшой градиент. Тогда будет, ну, прям супер круто это выглядеть. То есть так он, ну, немного такой плоский получается. Антуриум все-таки очень большой цветок. Его классно показать в букете полностью. И если он будет с таким переливом, будет здорово. Давайте покрасим. Как всегда, хорошо трясем. Попробуем. И издалека прямо вот нам нужен только вот этот ветерок от краски. Прям буквально пара-тройка пшиков, и все готово. Такой красоты получился. То есть даже если посмотреть с его спиной, она прям кажется такой неинтересной, некрасивой. Ну как, красивой, конечно, но по сравнению с этой. А если еще сделать вот так, ну, просто красота. Замечательно.
И так на самом деле можно делать несколько раз, то есть можно прям на одном цветке или на одном листе создать вообще градиент из вот этих вот переходов. То есть тут, конечно, важно, как и всегда, не увлечься очень сильно, потому что тогда получится каша, и только при ближайшем каком-то рассмотрении вот будет видно, что вы там хотели, в принципе, добиться. То есть вот пара-тройка вот таких вот небольших напылений прям создает интересный цвет, и это очень классно, когда вот у вас нет оттенка антуриума какого-то вот сложного, то есть это не ярко-алый какой-то, а какой-то вот персиковый там с переливами, все дела, и вы красите, и для того, чтобы вот этот вот сложный оттенок вам сделать, вы не можете покрасить там просто персиковым таким вот каким-то желтым, он у вас будет не того оттенка, вы напылили, и уже получается интересный цвет, интересные переходы. В общем, получается красиво и то, что нам нужно. Давайте теперь я вам покажу, как покрасить перламутр. Для этого нам потребуется копье, пальма наша сушеная, то есть сухоцветы, в принципе, очень хорошо поддаются покраске. Копья мы красим вообще во все цвета радуги. Можно красить стабилизированные цветы, амбреллу, например, можно красить стабилизированный аспарагус, тоже это очень классно поддается окраске, то есть все сухое вообще супер классно красится. Давайте, собственно, это с вами и сделаем. Как я уже говорила, чтобы покрасить наш перламутр, сначала нам нужно покрасить в какой-то матовый цвет, так краска перламутровая лучше ляжет на поверхность. Трясем, тут даже написано shake well, и красим. Вот как здорово, что Монтана имеет приятный такой сладковатый запах, но все равно лучше это делать на улице. Такая вот история у нас получается. Чуть-чуть посушим. И берем уже перламутровую краску. Вот. И, собственно, наносим второй слой уже перламутровый. Вот такая вот красота у нас получилась. Перламутровая с переливами. Очень так по единорожью смотрится. Очень необычный цвет, необычный оттенок. Фиолетово, вот такой вот серебристо, непонятно, розовый. В общем, здорово получается. У нас даже есть букет, где мы красим антуриум в несколько цветов. Можете посмотреть на нашем сайте. Он называется «Чудеса единорога». Там еще крашеная через стебель орхидея фаленопсис. Вот он тоже фиолетового оттенка. Крашеный рускус. В общем, просто полный отвал башки, что называется. Итак, что нам стоит помнить при окраске цветов? Что цветы окрашиваются двумя способами. Что если вы красите баллончиком, вам не стоит для этого использовать цветы с каким-то таким очень нежным стеблем типа роз, ранункулюсов, пионов и так далее. Классно из цветов подходит антуриум, подходит всяческая зелень, листья магнолии, рускус, скимия и различные сухие штуки, то есть типа бруни, скабиозы, стилаты, разные шишечки, то есть все что угодно на ваш вкус. Все остальное красится через стебель. Когда вы делаете первый слой, обязательно на антуриуме мы закрываем его соцветие, чтобы он смотрелся более натурально. То есть если у вас есть какая-то цель, чтобы сделать прям такой необычный какой-то оттенок, необычный букет, то есть не подчеркивать его натуральность и наоборот сделать такой акцент на том, что мы покрасили этот цветок, он вообще никогда в жизни не будет таким, то тогда да, пожалуйста, полностью его закрашивайте, полностью делайте на ваше усмотрение. Чтобы сделать цветок более объемным, мы используем два цвета, то есть посветлее, потемнее того же спектра. И когда красим,
Вторым слоем мы делаем напыление, то есть прямо издалека, не бойтесь, прям чуть-чуть, пара-тройку пшиков, и будет здорово. Когда вы используете перламутровую краску, также красим сначала матовый слой, потом наносим перламутром, и не забывайте о защите, то есть обязательно у вас фартук или какая-то, не знаю, спецодежда, если красите на улице. Обязательно это должны быть перчатки и маска, то есть чтобы это все не летело на лицо, иначе будете ходить в цвет антуриума. На этом все. Смотрите наши следующие выпуски, очень полезные видео. До встречи!